Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Я Валерий Табаков, практикующий юрист. Я очень детально, с подробностями сопровождаю и освещаю события, связанные с делом о расследовании убийства Ирины Фарион. И это очередное мое видео по этой теме. Дело в том, что само это убийство и расследование его вызывает множество вопросов у общественности, юристов и у тех, кто следит просто за новостями. Но сегодня я опять, возвращаясь к этому делу, сосредоточусь на одном важном аспекте этого дела, который, на мой взгляд, мог бы стать и является ключевым доказательством либо вины, либо невиновности обвиняемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко. Друзья, речь пойдет об акустической экспертизе звука, который свидетели в видео описывают как звук, похожий на выстрел. Почему эта экспертиза не была проведена? Почему следствие, обвинение и даже защита не проявили инициативы? Давайте разберемся подробно, шаг за шагом, поглубже проанализируем все это, связанное с акустической экспертизой, с поведением позиций обвинения, защиты, суда, общественности, ну и так далее. Давайте вначале вспомним контекст дела, чтобы все, кто подключается снова к моему каналу, были в теме. Ирина Фарион, известный лингвист, общественный деятель, бывший депутат Верховной Рады Украины, была убита 19 июля 2024 года во Львове во дворе своего дома выстрелом в голову. Эта трагедия шокировала многих. Подозреваемым стал Вячеслав Зинченко, молодой человек из Днепра, которого арестовали через несколько дней. По версии следствия, мотив – это национальная нетерпимость, связанная с публичными высказываниями Фарион о языке и идентичности. Дело квалифицировано по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами» плюс незаконное хранение оружия. Зинченко, обвиняемый, не признает вины, и процесс в Шевченковском районном суде города Львов тянется уже больше года. По состоянию на март 2026 года арест продлен до мая, допрошены десятки свидетелей, проведены более 60 экспертиз от баллистической до адерологической, портретной, ДНК и так далее. Но, друзья, вот что интересно. Среди всех этих проведенных 60 или более экспертиз нет акустической. А ведь звук, зафиксированный на видео с камер наблюдения и описанный свидетелями, однозначно мог бы стать тем самым золотым ключиком к истине. И что же это за звук? Давайте разберемся. На видео с уличных камер, которое демонстрировалось в суде, ссылку на это видео короткое вы увидите в подсказке. Я имею в виду то самое видео от 18 июня 2025 года, которое демонстрировалось в суде. Слышен резкий хлопок. Свидетели, прохожие, которые были неподалеку, описывают этот звук по-разному. Одна женщина сказала «пухнула», другой как взрыв петарды, а третий похожий на выстрел.
никто не говорит о громком классическом бах из боевого пистолета. Это важно, потому что в юридической практике такие описания не случайны. Они осторожны, чтобы не предрешать выводы. Видео фиксирует момент. Люди оборачиваются, бегут, слышен женский крик. Но качество записи низкое. Уличная камера, вечер, шум города, отражение от стен домов и машин, звук приглушенный, искаженный. И вот здесь на сцену могла бы выйти акустическая экспертиза. Что такое акустическая экспертиза? Позвольте объяснить подробно, как юрист, который сталкивался с подобным в практике. Акустическая или фоноскопическая экспертиза – это научный анализ звуковых сигналов, записанных на аудио или видеоносителях. Она проводится специалистами, акустиками, часто в экспертных учреждениях, вроде научно-исследовательского, экспертно-криминалистического центра МВД Украины или в частных лабораториях. Методика включает спектральный анализ, разбор звука на частоты, амплитуды, длительность. Используют программы вроде Adobe Audition, PRAD или специализированное программное обеспечение для криминалистики. Эксперты сравнивают записанный звук с эталонными звуками, например, с выстрелами из разных типов оружия, пистолетов Макарова, ТТ, спортивных патронов. Учитывая дистанцию, на 1-2 метра звук выстрела резкий, с эхом, далее приглушенный, факторы искажения, ветер, дождь, акустика места, во дворе эхо усиливается. В деле Фарион версия следствия такова: выстрел с 1,5-2 метров из модифицированного пистолета со спортивным патроном. Такие патроны дают менее громкий звук, чем боевые 9 на 18 мм. Экспертиза могла бы подтвердить: да, это выстрел из такого оружия, или нет, это хлопок двери подъезда, или это звук взорвавшейся петарды, или это даже выхлоп машины. Почему это важно? Потому что отсутствие экспертизы оставляет пробел в доказательной базе вины Зинченко. Если бы она была и подтвердила, что звук – это звук от огнестрельного оружия, это усилило бы обвинение, что совпадает с другими доказательствами, например, с гильзой, найденной на месте преступления. Это спортивный патрон 2017-2018 годов импорта, с траекторией пули, которую не нашли, с видео, где видно приближение фигуры, похожей на Зинченко, к месту выстрела. И это могло бы стать прямым доказательством вины. Звук плюс видео плюс запаховая экспертиза, где 3 собаки дали 99,9% совпадения запаха Зинченко с запахом, взятым с места преступления. Но если экспертиза акустическая показала бы, что звук – это не звук выстрела, например, спектр не совпадает, нет характерных пиков на частотах 200
500 Гц для порохового газа, это могло бы стать мощным аргументом невиновности и инструментом защиты. Защита могла бы сказать: смотрите, звук не от пистолета, значит, выстрел был из другого оружия, или вообще не был, или подтасован. В практике был случай в 2015 году, дело о стрельбе в Киеве. Акустическая экспертиза опровергла версию полиции, показав, что выстрел – это так называемый выстрел, это хлопок от фейерверка. Обвиняемого вследствие оправдали. А теперь главный вопрос. Почему экспертизу не провели? Начнем со следствия. По УКПК Украины, статья 242, следователь обязан назначать экспертизы, если нужны специальные знания. В деле провели баллистику по гильзе, портретную, сравнение лица Зинченко с видео, адерологическую, запах, даже генетическую или ДНК экспертизы, но акустику нет. Почему? А возможно потому, что качество записи низкое. Эксперты часто дают вывод в такой ситуации с формулой: невозможно определить однозначно. Это не помогает обвинению. Если звук искажен, анализ может показать вероятность 50/50, что ослабит обвинение. Следствие сосредоточилось на сильных доказательствах. Видео маршрута Зинченко по Львову, содержимое его телефона, фото оружия, мемы Фарион, переписка о покупке пистолета, досье на других, биллинг, ДНК, следы. Звук в данной цепочке и наборе вторичен, не является ключевым. Ну и с другой стороны, экономия ресурсов. Дело огромное, 1500 допрошенных, 60 экспертиз, но это упущение, отсутствие акустической экспертизы. Да, потому что в резонансных делах, таким как является дело об убийстве Фарион, все без исключения должно быть проверено. Я не утверждаю, что это халатность следователя или недоработка стороны обвинения, но акустической экспертизы нет. Обвинение не представило результаты такой экспертизы в суде. В суде на заседаниях в декабре 2025, январе 2026 прокурор ссылался на видео как на зафиксированный звук, похожий на выстрел, но без экспертного подтверждения. Почему? Вероятно, стратегия обвинения в данном случае формулируется как не рисковать. Если экспертиза неоднозначна, защита однозначно использует это против обвинения. Прокурор фокусируется на комплексе. Запах 99,9%, свидетели видели похожего человека, гильза, ДНК. В марте 2026 арест продлен до мая, процесс в стадии рассмотрения по существу, но отсутствие акустической экспертизы – это пробел, который суд может учесть при оценке доказательств. Статья 94 УПК «Доказательства оцениваются по внутреннему убеждению». А вот защита, и это странно. Адвокаты Зинченко активно оспаривают все. Говорят о фальсификациях протоколов, несоответствиях в описании свидетелей. Один сказал глаза меньше, другой там рост выше, третий там вообще, что это наркоман и 39 размер обуви. Нарушениях при сборе улик. Они
защита ходатайствовали о допросах экспертов, исследовании вещественных доказательств, но об акустической экспертизе ни слова в открытых материалах. Почему не заявили ходатайство по статье 243 УПК? Они могли бы провести такую экспертизу в частном порядке, нанять эксперта, подать выводы как доказательства. Возможно, боятся, ведь у Вороняка сломаны ребра. Если подтвердится выстрел, то это ухудшит позицию защиты. Или если считают, что неоднозначность звука уже работает на защиту, на невиновность Зинченко, свидетели говорят, похожий, не выстрел, но такая позиция является пассивной. А в практике защита всегда требует экспертиз, если они могут опровергнуть виновность. А здесь молчание. Может, это тактика? Фокус на запаховой экспертизе, оспаривание методики с собаками, портретной экспертизе, ДНК там с третьего раза. Но давайте подумаем, друзья, о возможных исходах, если бы экспертиза была. Вариант первый. Экспертиза подтверждает выстрел из пистолета со спортивным патроном с расстояния 1,5-2 метра. Спектр совпадает с эталоном, пики на низких частотах, длительность 0,1-0,2 секунды. Это доказательство вины. Звук плюс видео, значит, Зинченко стрелял. Ну, не Зинченко, скажем, а человек в панамке и очках. Вина более становится вероятной. Вариант 2. Экспертиза показывает, что звук не совпадает со звуком выстрела. Звук как от петарды или хлопка, и нет пороховых частот. Тогда это доказательство невиновности Зинченко. Возможно, подстава или другой стрелок. Или вариант 3. Исхода экспертизы неоднозначно. Тогда статус-кво. Но сомнение в данном случае бы трактовалось в пользу обвиняемого. По принципу in dubio pro reo. В любом случае экспертиза добавила бы объективности в решение суда. А здесь молчание. Если сравнивать с другими делами, например, в деле Стерненко, самооборона в Одессе 2018 года, акустическая экспертиза анализировала записи разговора и помогла уточнить последовательность международной практики. Дело О. Джей Симпсона, США, 1995 год. Анализ звуков не проводили, и это стало предметом критики. Или дело МН-17, сбитый Боинг 2014 года. Акустика подтвердила запуск ракеты. В Украине дело Шеремета, убийство журналиста 2016 год. Экспертиза видео с аудио была ключевой. Почему в деле Фарион игнор? Это указывает на неполноту расследования. Общественность требует прозрачности. Дело политизировано. Фарион была фигурой спорной. Отсутствие экспертизы питает теории заговора. Подтасовка, заказ. Суд мог бы назначить такую экспертизу по статье 244 УПК, но защита не ходатайствует. И поэтому суд этого не делает. Я хочу порекомендовать защите ходатайствовать о такой акустической экспертизе звука, похожего на звук выстрела, сейчас, а обвинению не игнорировать и не возражать против такой экспертизы, а поддержать ее, а обществу внимательно следить за тем, что происходит в суде.
Ну и, дорогие зрители, в заключение хочу сказать, что акустическая экспертиза могла бы стать тем доказательством, которое развеяло бы сомнения. А ее отсутствие – это упущение всех сторон судебного процесса. Я, Валерий Табаков, призываю к справедливому процессу. Подписывайтесь, комментируйте, что вы думаете. Ну, донатьте, пожалуйста, реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. До новых встреч, друзья!